Компания Toyota известна как производитель качественных автомобилей. Не в последнюю очередь такая репутация сложилась благодаря надежным и эффективным моторам. Спросите любого автолюбителя, какая компания производит самые надежные автомобили, и вы получите один и тот же ответ – Toyota. Огромное количество автомобилей, построенных японским автопроизводителем 2 или 3 десятилетия назад, все еще находятся в эксплуатации. Силовые агрегаты Toyota получили большую популярность на японском и мировом рынке. Востребованность двигателей обусловлена их высокой надежностью, большим ресурсом, инновационностью и отменными динамическими показателями. Множество моторов марки считаются миллионниками. Выпускаемые ДВС устанавливаются с завода на автомобили брендов Toyota, Lexus, Daihatsu. Моторы нередко находят вторую жизнь на коммерческом транспорте и у любителей тюнинга. Но какой двигатель Toyota самый лучший? В этом мы попробуем разобраться. Итак, вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели Toyota за всю историю компании. Поехали! Как вы знаете, YouTube могут заблокировать в ближайшее время. Монетизацию на видеороликах уже отключили. Мы не получаем доход с этого канала. Но мы будем и дальше выпускать новые видео. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый $1. Если вы умеете пользоваться VPN-сервисами, то для вас обойти блокировку YouTube не составит труда. Лучшая плата за наш труд – это ваша активность, лайки, репосты и комментарии. Обязательно досмотрите это видео до конца. Это поможет продвижению нашего канала. Теперь мы есть и на Яндекс.Дзен. Переходите по первой ссылке в описании под этим видео и помогите нашему сообществу набрать первую 1000 подписчиков. Так вы сможете увидеть наши новые видео раньше других. А мы начинаем. Если говорить о надежности, то многоцилиндровый мотор всегда будет иметь преимущество. К примеру, 4-литровый 1UZ FE, который выпускался с 1989 года и устанавливался на такие легендарные модели, как Lexus LS400, Toyota Crown и Soarer. Этот 8-цилиндровый двигатель имел довольно интересную конструкцию с явным прицелом на автоспорт. Он получил алюминиевые блок цилиндров, поршни и ГБЦ. Причем последняя была выполнена по двухвальной схеме с 4 клапанами на цилиндр. Коленвал имел аж 5 коренных подшипников. Привод ГРМ и вспомогательного оборудования осуществлялся от зубчатого ремня. На старте производства двигатель выдавал 256 лошадиных сил и 353 ньютон-метра крутящего момента. В 1995 году мотор был модернизирован, и его мощность возросла до 261 лошадиной силы, а крутящий момент увеличился до 365 ньютон-метров. Еще через 2 года инженеры оснастили двигатель системой VVTi, а также немного увеличили степень сжатия. В результате мощность 1UZ FE составила 290 лошадиных сил и 407 ньютон-метра момента. Выпускался мотор до 2002 года. Однако на его основе были созданы моторы 2UZ и 3UZ. Причем последний успешно выпускался до 2013 года. При должном уходе 1UZ FE исправно служит 500 тысяч километров, а то и более. Двигатель 4AGE поступил в производство в 1983 году. Этим мотором оснащалась легендарная королева дрифта Hachiroku AI-86, а впоследствии и другие спортивные модели Toyota Corolla. Мотор имел инновационную 16-клапанную ГБЦ, которая подарила мотору высокую мощность и заводной характер.
Двигатель постоянно модернизировался и выпускался 17 лет. Изначально он развивал 120 лошадиных сил и 149 ньютон-метра крутящего момента. Под конец выпуска в 2000 году его мощность возросла до 165 лошадиных сил и 210 ньютон-метра момента. 4AGE – очень надежный мотор. Он без проблем выдерживает форсировку до 200 лошадиных сил и при этом служит 250 и более тысяч километров. Это без преувеличения одно из лучших творений компании Toyota. Этот мотор заслужил эпитет «Вечный». Да, он устарел еще 2 десятилетия назад, но по надежности ему нет равных до сих пор. Двигатель Toyota Type F выпускался с 1949 по 1979 год. А если учитывать построенные на его основе моторы следующих серий 2F и 3F, то 43 года. А если покопаться в истории данного мотора, то можно обнаружить, что он является прямым родственником американских довоенных рядных шестерок Chevrolet серии 235. Секрет успеха этого мотора в чудовищном запасе прочности. Низкофорсированный, всего 105 лошадиных сил, 3,9-литровый мотор имел чугунный блок цилиндров, единственный распределительный вал и цепной привод ГРМ. Кроме того, низкая степень сжатия 6,4 к 1 сделала этот мотор невосприимчивым к низкокачественному топливу. Свою долгую жизнь Type F начал под капотом 4-тонного грузовика Toyota BM. Впоследствии он поработал на множестве моделей японской компании, в том числе и на легендарных Land Cruiser 20 и 40 серии. Везде он показал себя исключительно с хорошей стороны и ходил по 500-700 тысяч километров. Один GZ-FE – это первый и последний двигатель V12 японского производства. Его единственная задача заключалась в том, чтобы приводить в движение флагман компании Toyota Century. Этот автомобиль был построен специально для комфортной перевозки важных персон и продавался только в Японии. При разработке 1 GZ-FE конструкторы во главу угла ставили надежность и плавность работы. Как следствие, мощность мотора не поражает, всего 276 лошадиных сил. Однако тепловозный крутящий момент в 400 ньютон-метр доступен уже с 1200 оборотов в минуту, а пиковые 481 ньютон-метр достигаются при 4000 оборотах в минуту. 5-литровый двигатель имел алюминиевый блок цилиндров и двухвальную 48-клапанную алюминиевую ГБЦ с системой VVT-i. Для пущей надежности каждый ряд цилиндров получил собственный электронный блок управления и мог работать независимо. В целом двигатель 1 GZ-FE стал скорее имиджевой историей, демонстрацией того, что Toyota может выпускать такие моторы. В Century третьего поколения уже используется 8-цилиндровый 2UR FSE. Тем не менее, 1 GZ-FE очень достойный двигатель, в чем-то даже эксклюзивный. Список из лучших двигателей Toyota не мог обойтись без этих рядных шестерок: 1 JZ GTE и 2 JZ GTE. JZ стали излюбленными моторами среди тюнеров за свой невероятный потенциал по доработке. Без особых проблем энтузиасты снимают по 500-700 лошадиных сил с мотора, при этом не особо жертвуя надежностью. Но и это далеко не предел. При должном уровне доработок с моторов удается снять по 1000 и даже более лошадиных сил. Стандартный 2,5-литровый 1 JZ GTE выпускался с 1990 года и выдавал мощность в 280 лошадиных сил и 363 ньютон-метра крутящего момента. Мотор имел чугунный блок цилиндров, алюминиевую 24-клапанную ГБЦ с ременным приводом и 2 турбокомпрессора CT-12A.
Конструкция крайне надежная, при должном уходе способная служить 400 тысяч километров и более. Один JZ GTE устанавливался в такие автомобили, как Toyota Mark II, Soarer, Crown, Supra и другие. Производство мотора завершилось в 2006 году, после ввода новых экологических стандартов. Двигатель 2JZ GTE конструктивно схож с 1JZ GTE. Однако он имел оригинальный 3-литровый блок цилиндров, увеличенный на 14,5 мм высотой. В заводском варианте двигатель все так же выдавал 280 лошадиных сил, но при этом крутящий момент увеличился до 432 ньютон-метров. Как и собрат, 2JZ имел внушительный потенциал к увеличению характеристик и высокую надежность. Производство двигателя было прекращено в 2002 году. Двухлитровый 3S GTE — это что-то вроде JZ, только на 4 цилиндрах. Мотор устанавливался в такие культовые модели, как Toyota MR2 и Celica. Турбированный 3S GTE поступил в производство в 1986 году. Как и атмосферный 3S GE, он получил чугунный блок цилиндров и алюминиевую ГБЦ. Двигатель отличался очень грамотной конструкцией с высоким запасом прочности. К примеру, пятиопорный коленчатый вал с противовесами имел отверстие для дополнительного подвода масла к коренным и шатунным подшипникам, что очень благоприятно сказывалось на надежности кривошипно-шатунного механизма. Как и 4A GE ранних серий, на 3S GTE устанавливалась 16-клапанная ГБЦ и система переменного впуска TVIS. Вкупе с турбокомпрессором CT26 это позволило без особых проблем снять с мотора 185 лошадиных сил и 258 ньютон-метра крутящего момента. Впоследствии мотор неоднократно модернизировался, и под конец выпуска, в 2007 году, он имел отдачу в 256 лошадиных сил и 324 ньютон-метра. Инженерам удалось снять 128 лошадиных сил с 1 литра объема и при этом сохранить ресурс на очень достойном уровне. При должном обслуживании 3S GTE вполне по силам пройти 400 тысяч километров без капитального ремонта. Наравне с серией 4A двигатели Toyota 3S входят в топ лучших двигателей Toyota за всю историю. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.